Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. 4 июля на заправочной станции Эни, на улице Виа дей Гардиани, в районе Пренестина, в Риме, произошли два взрыва, которые привели к сильному пожару и посеяли панику среди местных жителей. Инцидент начался с аварии, грузовик врезался в трубопровод или помпу, питающую распределительную систему заправочной станции. Это спровоцировало пожар, за которым последовали два мощных взрыва, фрагменты заправочной станции разлетелись на 300 метров. Пожарные пытались ликвидировать пожар, когда произошел второй взрыв, что увеличило число пострадавших среди спасателей. Согласно последним данным, общее число пострадавших достигло 45 человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Среди пострадавших 24 гражданских лица, 11 полицейских, 1 карабинер, 6 пожарных и 3 сотрудника службы чрезвычайных ситуаций. Взрывы повредили близлежащее здание, включая склад судебных документов, который загорелся. Сгорели несколько автомобилей, а ударная волна нанесла ущерб инфраструктуре. Пламя также распространилось на расположенный поблизости полицейский участок. Грохот взрывов был слышен по всему городу. К тушению возникшего пожара привлекли более 118 пожарных. Для безопасности район был оцеплен. Вчера на Омск и Омскую область обрушился мощный ураган, сопровождавшийся сильными ливнями и градом. По данным ОП Иртышского управления по гидрометеорологии, порывы ветра достигали более 33 метров в секунду. На проспекте Комарова, улице Гусарова и в Старом Кировске сорваны крыши домов и магазина. Упавшие деревья повредили автомобили, линии электропередач и вызвали искрение в районах Чкаловска, Орджоникидзе, Омской и Рабочих. Возникли перебои с электроснабжением, которое затронуло несколько районов города. Поваленные деревья и поврежденные линии электропередач осложнили движение транспорта на дорогах. На улице Светловская ветром снесло автобусную остановку. В многоэтажке на улице Перелета вырваны кирпичи из балкона, в поселке Морозовка пострадал частный дом. В микрорайоне Ясная Поляна и на улице Герцена из-за непогоды рухнули балконы. На улице Герцена балкон обрушился на 64-летнюю женщину, что привело к перелому ключицы. Пострадавшая была госпитализирована, и ее состояние удовлетворительное. Еще 3 человек также доставлены в больницы. Коммунальные службы города были переведены в усиленный режим для ликвидации последствий. МЧС призывает жителей избегать выхода на улицу и соблюдать осторожность в условиях нестабильной погоды. Мощное наводнение, вызванное сильными ливнями, обрушилось на центральный Техас, особенно сильно затронув округ Кер. Дожди начались в ночь на 4 июля, принеся от 100 до 250 мм осадков за несколько часов. Река Гуадалупе, протекающая через округ Кер, поднялась на 8 метров за 45 минут, достигнув 2-го по высоте уровня за всю историю наблюдений, превзойдя рекорд наводнения 1987 года. Национальная метеорологическая служба объявила чрезвычайную ситуацию из-за внезапных паводков, предупредив о смертельно опасной ситуации и призвав жителей немедленно эвакуироваться на возвышенности. Наводнение застало жителей врасплох из-за своей внезапности и силы. Наводнение разрушило дома, местами смыты целые строения в городах Кервилл и Инграм. Затоплены дороги, мосты и низины, включая кемпинги и парки. Десятки автомобилей унесло течением. Из-за стихии более 2700 жителей остались без электричества, как заявляют власти, для его восстановления понадобится время. По данным шерифа округа Кер, подтверждена гибель 24 человек в округе Кер и еще одного в соседнем округе Кендалл. От 20 до 25 человек, включая девочек из христианского летнего лагеря Кэмп Мистик в Ханте, остаются пропавшими без вести. Всего в лагере находилось около 750 детей,
Власти подчеркивают, что пропавшие могут быть живы, укрываясь в безопасных местах или находиться без связи. К вечеру 4 июля было спасено 237 человек, из них 167 с помощью вертолетов. Поисковые операции продолжаются. В операции участвуют Национальная гвардия Техаса, Береговая охрана США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Вечером 2 июля в районе Джохартаун города Лахор 11-месячный лев, принадлежавший местному жителю, перепрыгнул через ограждение частного дома и напал на 2 детей и женщину. Все 3 были доставлены в больницы. Лев был изъят властями и доставлен в заповедник дикой природы. Владелец льва и 2 других подозреваемых были арестованы полицией и Департаментом охраны дикой природы провинции Пенджаб. В районе Коропи, в 30 километров от Афин, вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь разгорелся в районе Агиас-Димитриас и, подпитываемый сильным ветром и жарой до 40 градусов по Цельсию, стремительно распространился. Около 800 жителей районов Агиас-Димитриас, Галасия-Акти и Алтея получили экстренные сообщения с призывом немедленно эвакуироваться в сторону Лаганиси. Пожар уничтожил несколько домов, оливковые рощи и автомобили в районе Коропи. В северной части поселения пожар частично взят под контроль, но очаги в восточной части Алтеи продолжают нести угрозу. К тушению привлечены 120 пожарных, 30 машин, 8 самолетов и 8 вертолетов. Подразделение по расследованию поджогов пожарной службы Греции направлено в Коропи для выяснения причин возгорания. Власти не исключают версию поджога. Мощный ливень, обрушившийся на мексиканский Торреон в штате Коауила, вызвал внезапное наводнение, парализовавшее город. За 2 часа выпало до 37,5 мм осадков, что эквивалентно значительной части месячной нормы для региона. По данным местных СМИ, наиболее пострадавшими оказались западные районы города, включая Палворора, Дивисион-дель-Норти и Вилла-Сарагоса, где вода стекала с холмов, усиливая наводнение. В результате разгула стихии затоплены основные дороги, включая бульвар Индепенденсия и проспект Хуарес. Десятки автомобилей оказались заблокированы или повреждены потоками воды. От наводнения пострадали десятки домов, особенно в районе Виллас-де-ла-Уэрта. Муниципальные власти Торреона и гражданская защита штата Коауила оперативно мобилизовали пожарные и спасательные службы. Ведется откачка воды и расчистка дорог. Мэр Торреона призвал жителей избегать опасные места и следить за прогнозами погоды, так как метеорологи предупреждают о возможных новых ливнях. Вечером 4 июля во время сильной грозы в районе Рич-Валли, недалеко от Эдмонтона, супружеская пара вышла на заднее крыльцо своего дома, чтобы понаблюдать за проходящей грозой. В этот момент они заметили странный светящийся объект, который двигался в небе. Видео, снятое очевидцами, было передано в канадские СМИ и проанализировано Франком Флорианом, старшим менеджером планетария и космических наук Телус World of Science. В Эдмонтоне Флориан назвал видео невероятным и предположил, что это может быть шаровая молния, редкое явление, связанное с сильными грозами либо артефактом, вызванным ударом обычной молнии. Шаровая молния обычно проявляется в виде светящегося шара, который может перемещаться непредсказуемо, иногда проникая в здание или исчезая с хлопком. В настоящее время феномен остается плохо изучен из-за своей редкости и сложности воспроизведения в лабораторных условиях. Вечером в пятницу в уезде Данба, префектура Ганьцзы, в китайской провинции Сычуань, произошел сход мощного селевого потока, который затронул несколько деревень, включая Джангу, Гэгу и Дандун. Сильные дожди, продолжавшиеся несколько дней, вызвали переполнение местных рек, включая реку Даду.
Селевой поток был вызван сочетанием обильных осадков и нестабильной геологии региона, который находится в горной местности Тибетского Нагорья. Несколько домов в пострадавших деревнях были разрушены, другие серьезно повреждены грязевыми массами и обломками. Точное число разрушенных строений не называется, местные власти сообщают о значительных потерях имущества. Сообщается, что власти оперативно эвакуировали сотни жителей в безопасные места, предвидя развитие ситуации. Эвакуированных жителей разместили в школах и общественных центрах. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. Спасатели продолжают расчищать завалы и восстанавливать доступ к дорогам, заблокированным грязью и обломками. Для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы используются вертолеты. В пятницу днем вблизи президентского дворца Каср-аш-Шааб на горе Мизе, возвышающейся над столицей Сирии, вспыхнул крупный пожар. По данным сирийских СМИ, пожар начался в кухне, расположенной в саду дворцового комплекса, а не внутри самого дворца. Перекинувшийся огонь охватил кустарники и растительность между новым пригородом Дахиет-Шам-аль-Джадида и территорией дворца. Сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня, усложняя усилия по его тушению. Пожарные команды оперативно приступили к тушению, чтобы предотвратить распространение пламени на близлежащие жилые районы. Информации о пострадавших или значительном материальном ущербе нет. Дворец, используемый для дипломатических функций переходным правительством Сирии, не пострадал. В кратере Синмаэдаке, расположенном в горном хребте Кирисима на границе префектур Кагасима и Миядзаки, произошло мощное извержение. Японское метеорологическое агентство сообщило, что столб пепла достиг высоты около 5000 метров над кратером, что стало одним из самых значительных выбросов с 2018 года. Это уже второе извержение Синмаэдака за последние 2 недели. 22 июня вулкан выбросил пепел на высоту 2800 метров. Это все указывает на его нарастающую активность. Сообщается о выпадении пепла в городах Кагасима и Миядзаки, слоем пепла усыпаны дороги, дома и сельскохозяйственные угодья. Повлияло извержение и на работу транспорта, из-за пеплопада водители столкнулись с плохой видимостью на дорогах. Авиасообщение работает с перебоями. Японское метеорологическое агентство сохраняет уровень вулканической опасности на 2-й отметке по 5-бальной шкале, что подразумевает запрет на приближение к кратеру в радиусе 2 км из-за риска выброса вулканических камней и внезапных извержений. Вулканологи продолжают тщательный мониторинг. Анализ вулканических газов и движений коры указывает на возможное накопление магмы под поверхностью. Эвакуация населения пока не объявлена. Близлежащие города, такие как Такахару и Кобаяси, продолжают функционировать в штатном режиме. Вечером в пятницу в районе Кайнар, Китапского района Кашкадаринской области Узбекистана вспыхнул крупный пожар, охвативший поле на перевале Тахтакарача. Пожар произошел в холмистой местности из-за возгорания сухой травы. Высокая температура и засушливые условия, характерные для региона, способствовали распространению пламени. МЧС Узбекистана оперативно направила на место происшествия 2 пожарно-спасательных расчета. Информации о повреждении домов и пострадавших нет. 3 июля в муниципалитете Паэс-Белалькасар, на востоке департамента Каука, в Колумбии, местная жительница снимала на мобильный телефон внезапный подъем уровня воды в реке Паэс, вызванный сильными дождями. Несмотря на предупреждения местных властей и общинных лидеров о необходимости покинуть прибрежные зоны из-за риска внезапных паводков, женщина подошла слишком близко к краю берега, почва под ней обрушилась, и она упала в бурный поток реки. Женщина числится пропавшей без вести. Гражданская оборона и пожарные немедленно начали поисковую операцию. В поисковых работах участвуют также волонтеры из коренных общин, которые хорошо знают местность.
В Биробиджане сотрудники МЧС провели сложную 4-часовую операцию по спасению коровы по кличке Пеструшка, которая провалилась в яму с битумом на улице Советской. Утром 2 июля хозяйка Пеструшки обнаружила, что корова, оставшаяся без присмотра, сорвалась с привязи и пропала. Поиски привели к заброшенной яме с битумом, расположенной в районе улицы Советской. Животное глубоко увязло в вязкой массе и не могло выбраться самостоятельно. Попытки хозяев освободить корову с помощью керосина и палок не увенчались успехом, и они обратились в МЧС. С помощью лебедки, троса и веревок спасатели вытащили Пеструшку. Корова была полностью обездвижена и обессилела. Ее буквально по сантиметру вытягивали из ловушки. После освобождения корова нуждается в восстановлении, но, как сообщается, угрозы ее жизни нет.